Приветствую вас на канале про кино. Здесь мы говорим только про те проекты, которые достойны вашего внимания. Мы вновь приготовили для вас подборку новинок. В предыдущем ролике мы рассказали о самых значимых премьерах фильмов, которые намечены на июль. Сегодня же мы поговорим о самых интересных премьерах сериалов, которые нас ждут в этом месяце. Так что поехали! Нам вновь предлагают окунуться в эпоху викингов. Эта история разворачивается через многие годы после событий, показанных в оригинальном сериале. Английский король Этельдерд II, получивший прозвище Неразумный, отдает приказ полностью очистить острова от скандинавских захватчиков. В результате кровавой резни данов выживает только представитель знатного скандинавского рода. Это приводит к тому, что норвежские и датские викинги во главе с королем Кнудом Великим объединяются против Англии. Грядет Великая война, которой суждено изменить ход истории. «Викинги Вальхалла» – исторический драматический сериал и спин-офф мегапопулярного сериала «Викинги». Не стоит от проекта ожидать полного исторического соответствия, хотя нам покажут вполне исторических личностей, среди которых король Норвегии Харальд III Суровый, король Дании Кнут Великий, Вильгельм I Завоеватель, а также Лейф Эриксон, побывавший в Америке за 5 веков до Колумба. Третий сезон, который выйдет 11 июля 2024 года, к сожалению, станет финальным. А теперь история, где главные герои не просто продукты с полок супермаркета, а сосиска, булочка, помидор и их друзья. Они говорят, ходят и даже строят свою личную жизнь. И хотя у них все как у людей, все же они являются пищей для человека. Однажды они отправляются на поиски легендарного города Едотопия, в котором продукты живут свободно и безопасно. Только никому не говорите, что я вам об этом рассказал, иначе меня могут посадить в психушку. «Полный расколбас» – это спин-офф популярного одноименного анимационного фильма. Режиссером вновь выступил Кондрат Вернон. Полнометражный «Полный расколбас» 2016 года был успешным проектом и при бюджете в $19 миллионов собрал 140 миллионов. Сериал состоит из 8 серий, которые выйдут на Amazon Prime Video уже 11 июля 2024 года. 16 век. Король Франции Генрих II, выбирая себе супругу, обратил свое внимание на известный в Европе флорентийский дворянский род. Екатерина Медичи вынуждена дать согласие на этот брак, чтобы сохранить положение ее влиятельного семейства. Главная ее задача – родить королю наследника. Уверенная в себе юная дворянка стала объектом сплетни при чужом дворе. Она вынуждена бороться за сохранение своей чести. Юная королева начинает свою игру против своих недругов, расширяя свое влияние на политическую жизнь Франции. «Королева змей» – исторический сериал о жизни одной из самых известных королев Франции. Основой сценария стала книга Леони Фрид «Екатерина Медичи. Королева Франции эпохи Возрождения». Екатерину Медичи сыграла британская актриса Саманта Джейн Мортон, названная кинокритиками 90-х как одна из наиболее талантливых актрис своего поколения. Ее талант был отмечен премиями «Золотой глобус» и 2 номинациями на премию «Оскар». Сериал успешно стартовал на канале «Старт» в 2022 году. 12 июля этого года выйдет уже второй сезон этой увлекательной исторической драмы. Будущее. Катастрофа на планете Земля привела к печальным последствиям. Человечеству пришлось отправиться к далеким планетам, чтобы найти там новый дом для землян. Команда корабля «Ковчег» была одной из первых, кто отправился с подобной миссией. Но страшная авария привела к потере капитана команды. Миссия оказалась под угрозой срыва. Выжившие члены экипажа должны действовать уверенно и быстро, чтобы исправить ситуацию. Однако выясняется, что космический корабль сбился с курса и летит в неизвестном направлении. «Ковчег» – фантастический драматический сериал. Это уже второй сезон космической саги. В актерском составе Кристи Берг, наиболее известной ролью Ренес Микаллен в 2 частях фильма «Сумерки. Сага. Рассвет». Ричард Флишман, запомнившийся ролью Кена в сериале Netflix «Песочный человек». И Рис Ричи, известный своими ролями в фильмах «Принц Персии. Пески времени» и «Геркулес». Канал Сефи объявил, что премьера второго сезона состоится 17 июля 2024 года. Сюжет этого сериала разворачивается вокруг Пейдж, которая в одиночку растит ребенка. Она сама из неблагополучной семьи. В детстве ее бросила мать, а отец большую часть жизни провел в тюремном заключении. Пейдж старалась поддерживать связь с отцом, но он каждый раз нарушал данное дочери слово. После долгих 17 лет отец выходит из тюрьмы. На этот раз он хочет наладить отношения с дочерью и стать законопослушным гражданином. Однако Пейдж уже не доверяет своему родному папаше. Снова на воле комедийный драматический сериал. Второй сезон обещает быть не хуже первого, рейтинг которого на IMDb 6,9 из 10. А это, хочу вам сказать, вполне достойный показатель. Каст остался без изменений. Главные роли все так же исполнили Керри Вашингтон, в послужном списке которой такие известные фильмы, как «Рэй», «Фантастическая четверка», «Последний король Шотландии» и «Джанго освобожденный». И Делрой Линдо, известный нам по фильмам «Угнать за 60 секунд», «Достать коротышку», «Противостояние» и «Ромео должен умереть». Ждем старта второго сезона на Hulu 18 июля 2024 года. Тит Флавий Веспасиан вошел в историю как первый правитель Древнего Рима.
Опытный воин, взошедший на трон после кровопролитной гражданской войны. Внук крестьянина и сын всадника сам провозгласил себя императором. Чтобы положить конец внутренним конфликтам и утихомирить народную смуту, как хитрый и мудрый правитель, он дает народу хлеба и зрелищ. Проводятся битвы гладиаторов на арене, гонки на колесницах и даже публичные казни. И все же патриции презирают Веспасиана за его происхождение. При первой же возможности они всегда готовы скинуть его с трона. «Те, кто скоро умрут» – исторический драматический сериал режиссера Роланда Эммериха. «Звездные врата», «День независимости», «Годзилла», «Послезавтра», 2012, «Аноним» и «Падение Белого дома» – это не полный список популярных фильмов, которые были им сняты. В роли Веспасиана мы увидим двукратного обладателя премии «Оскар» Энтони Хопкинса. Почитатели его таланта прекрасно помнят его в роли Ганнибала Лектора в серии фильмов про легендарного маньяка. Ждем появления первого сезона на стриминговом сервисе Peacock уже 18 июля. Все 10 серий выйдут одновременно. Произошла катастрофа, которую спровоцировал человек. Ученые, пытаясь справиться с глобальным потеплением, случайно заморозили планету. Те, кто выжил, теперь курсируют на поезде, безостановочно колесящем по всему земному шару. Люди распределены по вагонам в зависимости от социального статуса. В голове поезда едут политики, звезды и прочие сливки общества. В хвосте тех, кто должен обеспечивать им беззаботную жизнь. В поезде действует жесткая диктатура. «Сквозь снег» – постапокалиптический сериал. Он основан на одноименном фильме 2013 года и французской графической новеллы. В сериале поднимаются такие важные темы, как классовая борьба, социальная несправедливость и политика выживания. Лидером актерского состава является оскароносная Дженнифер. Фильмы с ее участием «Реквием по мечте» и «Игры разума» стали неотъемлемой частью золотой коллекции мирового кинематографа. Премьера 4-го заключительного сезона ожидается на телеканале AMC 21 июля 2024 года. 1348 год. Бубонная чума опустошила Флоренцию. Горстке дворян в сопровождении своих слуг удается сбежать в роскошную загородную виллу. Надеясь там переждать эпидемию, они предаются празднествам и разврату на холмах Тосканы. Но вместо того, чтобы спокойно пережить разгул черной смерти в комфортных условиях, участники оргии вынуждены отчаянно бороться за свое выживание. «Декамерон» – исторический сериал, снятый в жанре черной комедии. В основу лег одноименный сборник новелл флорентийского писателя и поэта XIV века Джованни Боккаччо. Главные роли исполнили звезда девочек Заша Мэммет и Сержа Моника Джексон, исполнительница роли Эрин Куин в британском подростковом ситкоме «Девочка из Дерри». Выход первого сезона сериала на платформе Netflix запланирован на 25 июля 2024 года. Ну что, у меня на сегодня все. Такими будут самые интересные примеры мини-сериалов в июле этого года. Напиши в комментарии название сериала, который ты советуешь посмотреть, и мы обязательно сделаем отдельный ролик по вашим рекомендациям с упоминанием твоего ника. Всем пока-пока, услышимся!